Ты меня снимаешь? Ты меня снимаешь? Всем привет, дамы и господа, вы на канале Джейм Томми. Сегодня мы прибыли специально в Дубае, чтобы отснять ответы на вопросы, так как я знаю, что вам нравится крутая картинка. Именно поэтому мы обновили свои айфоны, чтобы радовать вас качественным контентом, повышение контента от MVP Champion Major. Погнали! Совсем недавно, буквально день назад, я провел опрос практически во всех своих социальных сетях. ВК, ТГ, Твиттер, и люди задавали мне вопросы, и самое интересное я выбрал. Первый вопрос задает Максим Ангархаев. Влияет ли музыка, которую ты слушаешь перед матчем, на настрой и игру в целом? Можно плейлист еще твой ПЖ? Хороший вопрос, мне он понравился, знаете чем? Потому что есть замечательная история с мейджора. Во-первых, там нет интернета, но есть Spotify. Благодаря, тому, что можешь закидывать свои плейлисты, ты можешь слушать там свои плейлисты, грубо говоря, Spotify и разных игроков. И там есть крутой плейлист от какого-то челика, русскоговорящего, я так понимаю, потому что там русские исполнители. А ему отдельный респект, потому что мы потом, я, Фейм, Флит слушали его плейлист. Я прям весь мейджор только его плейлист слушал. Какие там треки топовые были? Дора Дура, первый трек. Там Хаски, На что я дрочу. Кстати, это один из самых популярных вопросов, которые вы мне задавали. И все, что связано с этой темой, конечно, с темой дрочки, вы почему-то интересуетесь. Не знаю, что с вами, ребята, но походу это очень важный для вас элемент и фактор. 3 дня дождя. И если это там игрок Spirit там, или еще какой-то игрок, и это твой плейлист, ты, наверное, уже узнал его. Я почему-то думал, что это Мэггиса плейлист. Почему-то я думал, что это его. И слушал, думая, что я слушаю его треки. Помогло ли мне это? Да, это мега мне помогло, потому что, я понял, что музыка, особенно ты играешь на сцене, сидишь, тысячи людей, но ты, надел наушники, включил там Дора Дура, Сан-Лоран, сидишь, играешь на эмботе, и тебя переносит это в твою комнату, домой, и ты стресс твой на минимум. Но это конкретно влияние музыки. А какую именно музыку, вопрос изначально был построен, то, я думаю, тоже влияет, наверное, те треки, которые могут тебя отвлечь и вывести из стресса. Треки, как я говорил, я слушал там Бабангиду ежемесячных, которые занижали значимость турнира, ты их миллион раз слушал, и тот такой вайб, знаете, преданность бытия, ничего не существует, все относительно. Вот эту мысль ты себе прокручиваешь, благодаря этим трекам себя окунаешь в это состояние, да, то есть это тоже зависит, я думаю, но от типажей личности, от людей это, наверное, больше зависит. Поэтому кому как, пробуйте. Кирилл Шумилин. Расскажи немного о своей новой системе подготовки, о которой ты так часто говорил. Очень интересно послушать, действительно ли это что-то инновационное, и именно это привело к тебе на мажоре. Ничего инновационного не существует в Counter-Strike, я так полагаю. Банально, просто много ДМ играл с АВП, но тут больше не это важно. Важно то, что к этому турниру мы подошли как команда completely на 95%, как я сказал в своем влоге, из Рио, то есть тут нам надо пожинать просто плоды. Это хорошее состояние, ощущение того, что твоя команда готова для капитана-снайпера, я так думаю. Второе, грамотно начал на этом турнире, получилось как-то разделять фокус на команде и на себе лучше. Помогла мне с этим команда. Можешь снять собачку. Она бегает за мячом. Помогла мне команда более разделять фокус. Я на самом деле много играл ДМ. Вырезка из ответа на вопросы прошлых, где я говорил, что я жестко планирую палку тренить тогда. Я вообще сейчас по мувам жесткий, мне кажется, но на кнопки нажимаю как мусор. Надеюсь, это исправится, потому что сейчас буду жестко работать с палкой. Жестко ДМ играть с палкой. Это было еще в сентябре, либо в августе. И да, я жестко натренил палку, как и обещал. То есть я реально сделал серьезный упор на то, чтобы не промахиваться, потому что снайпер, наверное, должен акцентировать на этом внимание, и стало лучше намного, но это много сил требует и дисциплины. Это не получится за неделю натренился, это надо реально месяцами сидеть, задротить. Что ты думаешь о бразильской толпе на мейджоре? Что еще понравилось Бразилии? Я постоянно об этом говорю во всех интервью, и всегда этот вопрос, потому что, наверное, весь мир был в шоке от того, как там, не в шоке, все, наверное, ожидали, что такая поддержка будет, такие эмоции на стадионе. Я думаю, что Бразилия, в Рио-де-Жанейро, да, конкретно я был, мне очень нравится климат, виды, еда очень. Я бы не мог прям так подумать, что в Бразилии будет еда, которая мне бы была очень вкусной, но там очень вкусная еда, мясо, морепродукты, хлеб, все на мега топовом уровне. Но
Да, самое главное, конечно, люди там доброжелательные, все фанатеют от игры, подходят, спрашивают автографы, вне зависимости от возраста, и дети, даже там люди за 50, там больше 10 ко мне подходило, фотографировали, желали там мне удачи, успехов. И это было не когда я выиграл, да, чемпионат, это было просто потому, что я там был и там играл. То есть изначально меня там хорошо приняли. Спасибо, что смотрите. 10% на моем YouTube-канале с момента, когда мы там начали снимать по Рио, бразильцев, стримеры поддерживают, смотрят, обсуждают. Тотальный респект вам, ребят. Вот это Нуб спрашивает. Моя любимая игра, кроме Counter-Strike. Есть ли у меня время на сингл-игры? Ни во что не играю, кроме Counter-Strike. Любимых игр нет, соответственно, потому что ни во что не играю. И играть я на самом деле не хочу. Единственное, что я хочу от игр, это когда я завершу карьеру, на пару лет в какой-нибудь MMORPG уйти с головой и там прокачиваться, жить другой жизнью. И то, может быть. Спрашивают у меня также из Твиттера. Когда сейвить, когда клатч? Принимается во внимание миллион факторов. Это не так просто. Во-первых, ты должен трезво оценивать свою экономику, экономику врага, позицию, информацию о враге, таймер, ХП, гранаты, киты, смог. Наверное, это основные. Может быть, информация о тебе, где ты находишься. Там где-то можно наоборот, ну, то есть другого вида клатчи есть. Там думаешь, что ты сейвишь, поэтому ты всегда один килл даешь, потому что человек там думает: о, это Джейм, он засейвит, надо его сейчас загнать, по-любому, давай. А ты в этот момент как бы понимаешь, что у тебя есть шанс на один фраг, потому что чел подставится, он думает, что он гений, как бы не будет прям супер стрефить тебя. Его убиваешь, и дальше уже смотришь на что происходит, типа, какая информация, киты, и постоянно это все обновляется, с каждой секундой у тебя как бы уменьшается твой процент на взятие раунда. Всегда все упирается в ошибки соперников, в степень важности клатча момента. Иногда можешь себе позволить там пойти, попытаться, если против тебя не самые сильные соперники, то да, почему бы нет. Но если ты уважаешь соперников и понимаешь, что вряд ли они ошибутся, то есть не позволяет им их статус, то ну, не надо, наверное, клатчить, типа, что с 99% вероятностью ты просто отдашь ган, и им будет потом на следующем раунде гораздо проще выигрывать и закрепляться в этой игре. Сколько длились те эмоции после победы? На самом деле эмоции разного плана. Когда выходишь кубок поднимать, то у тебя эмоции того, что они все, которые ты сдерживал наружу, там 20 дней ты на невероятном стрессе двигаешься, это одни эмоции. Потом эмоции того, что ты уже вышел, и тебя везде разрывают и не дают насладиться моментом. Тут интервью, туда пошел, тут комментарий, тут вручение. И как бы все это быстро, ты не улавливаешь момент. И эмоции уже, когда ты пришел в отель, лег и начал всем отвечать, там, на поздравления, никого не забыть. Это третьи эмоции. Вот они, наверное, самые приятные. Ну и в целом так лежать, понимаешь, что ты прошел, выиграл, плотно похавать. Вот это самые лучшие эмоции, которые могут быть. Все остальное уже идет на спад, и там эйфория держится какая-то, но недолго. Как отреагировали на победу родители, друзья? Если кто-то из одноклассников на группе, которые тебе написали, на самом деле, ну, типа, мне все написали, все контакты, скорее всего, которые у меня есть, и одноклассники написали, и одногруппники написали, и люди с компьютерных клубов Новороссийска написали. И бывшие тиммейты из там 5 лет назад, с которыми я играл, 7 лет назад, все написали, поэтому, ну, все поздравили, и это не может не радовать, что люди помнят, люди делятся своими эмоциями и поддержкой. Какой самый необычный человек, может, блогер или актер тебя поздравил с победой на мажоре? Да на самом деле не прям много меня поздравило знаменитостей. Там по пальцам пересчитать одной руки, но мне это ничего не надо. Меня поздравил Замай, тотальный респект. Ну и, соответственно, еще Слава КПСС, он не поздравил меня, поэтому то, что мне подсказывает его упомнить, то он меня не поздравил, но он репостнул просто мой пост. Привет, Жека, выпустишь ли ты мерч Game Time? Да, пацаны, я не знаю, вам решать, все-таки спрос рождает предложение, поэтому напишите в комментариях, нужен ли мерч. Люди, к которым можно обратиться, их полно, которые сделают топовые худи, как минимум, маечки. Зачем ты общаешься с тиммейтами в блогах, как демон с Super Splash? Это очень смешной вопрос, я прям в него в голос был. Ну, потому что мне надо высасывать контент, чтобы это было интересно. А если я буду там тупо на серьезных щах с ними общаться, то кому это интересно будет смотреть, это будет все сухо. Поэтому приходится, да, использовать некоторые приемчики от демона из тупо сплэш, как бы тупо изи, тупо топ, ну ты понял.
Егор Костюченко спрашивает, как развить хладнокровие и безэмоциональность в важных матчах. Во-первых, нельзя так просто взять и развить это. Это опыт нереальный, и это то, какой ты человек. Если ты изначально эмоциональный, то, наверное, ты там можешь какую-то собранность себе развить, какие-то лишние эмоции убрать, но ты в целом не сможешь быть супер безэмоциональным, хладнокровным. У каждого человека есть свои плюсы и минусы. То есть это, с одной стороны, и плюс быть супер спокойным, хладнокровным, но с другой стороны и минус, да, то есть ты не можешь какого-то своего тиммейта там вывести из стресса за счет эмоций, но с другой стороны ты можешь чуть его успокоить, потому что он на тебя смотрит и понимаешь, что ты типа на чиле, ты спокойно делаешь свою работу, и его тоже это немножко, ну видите как, зависит все от людей очень сильно. Но в целом это опыт. Если ты играешь второй финал мейджора, ты играешь его по-другому. Если ты играешь шестой мейджор для меня, ты играешь его по-другому. Когда на первом мейджоре мы приехали в 19 лет, это другие состояния, другие ощущения, когда ты первый раз видишь, о, Гвардиан, о, это Олаф Мейстер, он весь в Луи Виттоне, а ты как бы какая-то шпана со двора. Это вообще два разных восприятия того, как ты играешь. Поэтому опыт, либо ты high skill, супер стронг чел Ханма Юдзера, изначально тебе ничего не надо, ты не можешь быть этим спокойным челом из аниме, Итачи, да, как меня многие называют в комментариях, спасибо вам. Ты просто, ну, типа, Наруто, который кричит, бегает. Не прям крутой, но такой, какой есть. Вопросы из Твиттера, Дарк. Как это быть двухкратным чемпионом в Рио-де-Жанейро? Ну, это неописуемое состояние, ощущение, что на самом деле никто там не выигрывал. И первый чемпионат мы играли против Фури в финале, да, то есть болели против нас, но мы как-то справились с этим. И второй чемпионат болели уже за тебя. Я даже не знаю, где бы я еще мог выиграть мейджор, как не в Рио. На самом деле все сошлось, все звезды. Хорошая история, по которой можно снять фильм. Поэтому Marvel, пишите. Крутой вопрос. Какие обои у меня на айфоне? Во-первых, с чего ты взял, что у меня iPhone? Может, у меня Xiaomi. Во-вторых, меня, вот тут я день покажу, из Dragon Ball Son Goku, Ультра Инстинкты. Я прочитал по совету Адрена, тоже MVP мейджора, книгу Майкла Фелпса. Да, то есть можешь тоже прочитать. Он там себе в шкафчик для тренировок вешал фотку там Олимпиады, либо там кубка, я уже не помню. Адрен себе ставил кубок мейджора, да, то есть чтобы он просыпался и напоминал себе о том, зачем он просыпается. Я поставил Son Goku как олицетворение там силы, типа, грубо говоря, апгрейдов, и это тоже меня как-то стимулировало. Но это может и не работать, потому что спустя время ты просто забиваешь, ну, фоном стоит и стоит. Но в какие-то моменты все равно ты там смотришь, и тебя как-то может это натолкнуть, если в голове пусто. Но вообще, когда ты в рутине и постоянно что-то, какие-то дела, то это не имеет никакого значения. Но иногда бывало такое, там, я помню, что я такой, да, точно, типа, надо трениться. Чем было самым трудным пожертвовать ради победы на мажоре? Что-то конкретное выделять я не хочу. Жена показывает, что ей, но да, это тоже всеми родственниками, знакомыми, женой, местом, там, где я живу, то есть пришлось переехать, здоровьем. Это оправдание, конечно, что ты не занимаешься спортом, но все равно я считаю, что, как сказал Колдзера, когда ты хочешь победить, то есть он не получит удовольствия ни от чего, ему надо типа развиваться в КС. Вот то же самое. Надо очень много работать и не жить нормальной жизнью, я считаю. Надо быть сумасшедшим фриком каким-то, чтобы постоянно заставлять себя играть то, что не хочешь. Почему мне так ярко радовались победе на мажоре, хотя прошлые команды скакали от радости, а вы спокойно пошли поднимать кубок? Я никогда не радуюсь, прям не вскакиваю и так далее, прям плотно, жестко, только если надо там на камеру. И там уже, когда мы выигрывали раунд, я уже как бы понял, что мы выиграли чемп, и в голове себе сказал, типа, не, я радоваться не буду, потому что я что, типа, лох, 5 лет не радуюсь, и мажор выиграл, и резко, типа, вскочил и начал там всех обнимать и так далее. Какое-то лицемерие было. Все, у меня образ есть, я ему следую. Сразу вспомнил минор наш, который мы выиграли. Точно такие же у меня мысли были. Первый минор 5 лет назад, когда мы выиграли, я подумал, не, я радоваться не буду. Просто встаем молча, типа, и найс. А пацаны, я не понимаю, почему Петя не радовался. Давид так спокойно встал. Но Женек запрыгнул на Достана, Достан в хлам радовался. Леха тоже, наверное, вроде не прям. Не знаю, что у них было в голове, но вот я себе так могу сказать. Хотел бы избавиться от роли снайпера или от роли капитанства. Мешает ли одного другой? Советуешь ли ты начинающим игрокам играть сразу эти две роли, как ты, Сергей, спрашивает? Если честно, если бы не победа на этом мейджоре, то с вероятностью 90% я бы отказался от капитанства, потому что мир показывает нам, что доминация идет рифлов капитанов, и что очень тяжело снайперу-капитану добиваться каких-то турниров, выигрывать, потому что ни я, ни Heroic Кэддиан не выигрывали за всю нашу карьеру ничего практически. Выигрывает только там Керриган, Нафаня, там Бумыч и так далее. Поэтому система, на мой взгляд,
пришла в упадок. Но, благо, о чудо, 2 команды с 2 капитанами в финале мейджора играют, и я еще выиграл его. И теперь надо думать, есть ли люди, которым можно доверить капитанство. Но на самом деле я вообще далеко не исключаю, что в будущем я просто откажусь, перейду на роль топового снайпера, буду мидколить, там, помогать строить игру, но больше фокус на себя, потому что с каждым днем, с годом все тяжелее становится следить за метой и постоянно апгрейдить нашу игру и одновременно быть топовым снайпером. В будущем, я думаю, мне надо будет хотя бы одну задачу иметь, это следить за своей формой индивидуальной. Скорее всего, к этому все и придет. Как отреагировала на победу на моей инжуре твоя жена? Ну, она была в тильте, потому что она болела за Heroic. Но нет, конечно, она радуется до сих пор, даже больше, чем я. Поддерживала меня. Это, наверное, единственный человек в мире, который верил в наш состав. Да, то есть, если открыть комментарии, когда мы сделали эти замены, пацаны, ну, как бы, это легко сделать. Просто перейдите на видос с анонсом Норберта и Фейма, и вы сами поймете настроение общественности. Но только один человек был полностью уверен в этом. Но она, на самом деле, во многих вещах уверена. Но в этот раз сыграла как бы так, что она супер-мега права оказалась. Киберспортсмены сами покупают себе скины или им покупает организация? Ну, нет, вообще киберспортсмены редко, я думаю, что покупают. Они просто берут в аренду у обычных китайских миллиардеров, у которых миллиард этих скинов самых рарных. А есть такая площадка специальная, она там, типа, мы через Discord общаемся, ну, я редко это делаю, но в основном все игроки просто туда пишут, им дают скины, у кого он есть. И какой профит, да, миллиардерам это все делать? В том, что ты как бы с их скином играешь крутые стадии мажора, и их скин, они потом этим хвастаются, там, либо повышается цена на этот скин, который и конкретно у них с этим флотом, типа. И им выгодно, чтобы крутые игроки брали их скины. А так, да, мы как бы одалживаем, все-таки никто, сейчас такое время, что никто не хочет своим имиджем портить, и мы всегда отдаем скины. То есть мне дал знакомый Давида, там, перчатки, сказал, пользуйся сколько хочешь, как бы, и еще другой мечал дал нож. Я уже с этим ножом полгода играю, в друзьях в Стиме есть, никто не пишет, как бы, они уверены, не переживают, что я там заберу его. Но я в любой момент готов отдать. Тоже часто вопрос про клатчи, когда решаешь клатч, когда нет. Все это связано с оверпассом М1 в 3. Oh, that smoke, it catches the rail, and that's a little bit unfortunate. Otherwise, maybe going to try to put some pressure. He's still going to go for it. He picks up that one. Oh, no! Out of this world! Game! Oh, you... Объясняю клатч. Все просто. Мне дали информацию в TeamSpeak, типа, у тебя еще сзади на Б-пленте, то есть, соответственно, Декстер. И я понимаю, что я не могу засейвить, хотя надо сейвить 100%, пацаны. Такое вы возьмете 1 из 1000. И поэтому я понимаю, что назад идти не вариант, он там стоит в любом фэнгле, и как бы, ну, тяжело его будет убить. Хотя можно было с 9 спрыгнуть, но опять же, он там где-то за столбом стоит, тебя не отпускает, они типа стоит один на бомбе, второй тебя загоняет, либо идет на тебя по таймеру. Я подумал, что ну ладно, деньги есть, почему бы там не попробовать. Я примерно понимал, где игроки, там за дефолтом я знал, Торси есть. Он подставился, Торси, и 1 в 2 уже шанс появился, потому что один далеко, у меня смог, могу дать на бомбу. Мисаю смог на бомбу, просто прыгаю, выхожу, и чел второй подставляется. Он решил под смог пойти. На самом деле, если бы никто не подставлялся, я был бы 1-2, я бы уже пошел на лонг сейвить. Но типа второй подставился. И ты уже думаешь, ну другой чел далеко где-то в спине, задефаю. Сажусь дефать, и он 100 летов выходит, не попадает 3 пули, разворачиваюсь, убиваю. Они сделали все ошибки втроем, 100%. Я воспользовался этими ошибками, то есть сыграл, знаете, как 3 раза челы ошибаются. Каждый более критически, но в целом все ошиблись, и ошибкой я воспользовался. А так, конечно, надо сейвить. На лонг убегать, там 1 в 2, либо 1 в 3 в КТ с 9. Следующий вопрос. Что вы думали, когда потеряли Ликендара? Думали ли вы, что это будут большие проблемы для нашей команды? Думали ли мы, что мы добьемся такого большого успеха без него? Потеря Марика была существенная. Все-таки это один из лучших игроков топ-8 мира. С ним много работы. У нас, как бы, я считаю, все равно был коннект между собой. Он понимал меня, я понимал его. Мы пытались максимум выжить с этого. Думал ли я о том, что мы добьемся каких-то результатов без него, и ждал ли я такой успех? Я думаю, нет, никто не ожидал, что именно такой успех. Но, как я уже говорил, сердцем я не чувствовал, что вот это тот состав, который мы выиграем. Но головой понимал, что это возможно. Еще вопрос. Любимый аниме-персонаж в One Piece? В целом, пацаны, у меня был крутой никнейм Рарено, Ханума, Сон Гоку, Итачи и так далее. Поэтому, ну, Зора прикольный, но в One Piece очень много крутых персонажей. И я не прям фанат, мне не прям типа аниме закатывает, прям жестко, чтобы я там смотрел.
Но последние пару лет я уже не смотрю. На самом деле, последнее аниме, которое я смотрю, это One Piece. Я его перестал смотреть уже год где-то. Ничего не смотрю. Клан Сопрано посмотрел. Взрослею, поэтому аниме мега фигня. Перестал смотреть аниме, выиграл мейджор. Отдыхаю в Дубае. Еще немножко привел себя в форму. Видите, худенький немножко стал. Поэтому пацаны, делать выводы. Любимые сладости. M&M, старина M&M желтый. Неплохая сладость. Мороженое сэндвич тоже неплохой, мне нравится, всегда могу захавать. Последнее, что я ем 3 года, это желтый M&M's. Никогда не надоедает, но в разных странах он по-разному, у него разный вкус. Флом спрашивает, чувствуется, что игры легкие для вас, когда смотришь и спектатор? Они легче, чем могли бы быть, то есть там допы, больше фокуса, больше энергии, но они не такие легкие, мы там не зашли ММ покатать. Надо сохранять фокус и постоянно принимать правильные решения, чтобы эти игры не усложнялись. Это, наверное, только со стороны кажется, да, то есть ты там как на фейс зашел, там что-то там пошел окно, убил раз-два, что-то там, но на самом деле во время игры там много информации, постоянно какие-то там накал страстей, отношений, где-то кто-то кому-то чуть нагрубил, где-то еще что-то происходит. И даже это может быть положительным счетом, потому что это не на чил вайбе происходит, это постоянно включенность, постоянно обновляется информация, постоянно ты двигаешься, что-то где-то предлагаешь, что-то где-то от чего-то играешь, не играешь, фокус. Здесь повысил фокус, замолчал, тут типа чуть отпустил, побежал, ну как бы со стороны может так кажется, потому что, ну, как бы, компьютерные игры, что мы там сидим. Тот поток информации, который проходит между нами, он, ну, колоссальный, я думаю. Может быть, такого, кстати, нет у интернациональных команд, да, но и то я сомневаюсь. Мне кажется, что у нас в команде 5 человек говорят постоянно, поэтому у нас это, как бы, мне кажется, гораздо более грязный и громкий TeamSpeak. Какие бы ты стал чувствовать, если бы вы проиграли в финале? Ну, я думаю, я бы обожрался бы в хлам едой, постарался бы уснуть. На следующий день бы мы бы там типа молчали, может там чуть какие-то рофлы типа. Ну, это было бы, я даже не хочу думать, что бы было. Было бы грустно, но я думаю, мы бы отошли быстрее, чем от эйфории, которую мы сейчас испытываем, которая длится немножко до сих пор. Проигрывать все-таки все умеют, да, выигрывает всегда одна команда, а все проигрывают, поэтому ты как бы на проигрыше уже научился смотреть. Но финал против Астралис на мажоре я на самом деле уже не пересматривал до сих пор, потому что все-таки не хочется погружаться в то состояние, и если бы мы проиграли Heroicам, я бы тоже, думаю, я бы его не смотрел. Все самые крутые игры и финалы, которые мы проигрываем, ну, после которых чемпионат заканчивается, я стараюсь не смотреть, потому что я обычно в диком тильте нахожусь, когда смотрю. Топ-аниме посоветую, что посмотреть не смотрел ранее ни разу. Я оставлю ссылочку на мой аниме-лист. Я думаю, сейчас много людей присоединилось, которым это интересно. Обычно я это уже 1000 раз всем скидываю, у меня есть специальный свой листочек. Посмотрите по оценкам, хоть я и составлял его там 5 лет назад, 6, я думаю, оценки актуальны. Владислав Павлов спрашивает: Джейм, как ты познакомился с творчеством Бабангиды и что тебе нравится по типу таких треков? Да много всякого андеграундного мне нравится, как бы свой вайб. Познакомился я с ним, кстати, очень давно. Мне было лет, наверное, 12-10. Мой друг с улицы, и у него есть старший брат, получается. Он нам навязывал рэп-культуру, там, Кенни Веста в 2005-м мы там слушали уже. И вот Бабангида он мне всегда втирал: Бабангида супер крутой, ты не понимаешь. Но он сам, наверное, не понимал этого в 12 лет, но его брат как бы это говорил ему, который старше там на 4-5 лет, может. И я такой, типа, да что за Бабангида, что за никнейм? Так, типа, послушал, промотал, подумал, ну это опять какой-то подъездный рэп. Тяжело. Колени. Это какой-то подъездный рэп, что-то у него голос какой-то прокуренный. И такой скипнул, думал, типа, это АК-47. Хотя АК-47, кстати, я слушал, но, наверное, это уже позже прошло, я уже перестал такой рэп слушать, больше там рок какой-то. Вот, и потом уже слово за словом какие-то у меня появились друзья новороссийские, которые начали прям слушать, и мне уже было там лет 16-17, трек за треком, мне он начал заходить, и вот я уже долгое время слушаю его, как-то так. Треков много крутых, и рофельные мне нравятся. Ну, короче, все творчество у него прикольное. Не прям все там много, но, типа, большая часть, наверное, мне заходит. Вопрос хороший с Твиттера. Адаптация под игроков, когда ты ингейм-лидер, либо замена, искать тех, которые будут тебя беспрекословно слушать. На самом деле вопрос немножко наивный и детский, потому что никогда в жизни так не бывает, что ты просто меняешь игроков, и ты как бы можешь это делать постоянно. Нет, ты обязан находить компромиссы, работать с игроками, где-то им доказывать свою точку зрения, прислушиваться к ним, если их точка зрения
имеет место быть. Но всегда все упрется в то, что один человек должен принимать решение, я так считаю, на нем должна быть ответственность. И тот человек, который берет на себя ответственность, он должен быть, ну, хотя бы на дистанции больше прав, чем остальные, тогда будет лучше. Потому что, как показывает опыт, на самом деле в CS много мнений и много того, как надо играть. То есть можно играть там, как наш стиль, Фурия, Heroic и так далее, да, и никто не знает, какой стиль лучше всего, и в какой момент, на каком турнире, какая форма, от чего это зависит. Я всегда с любым человеком могу поспорить, то, как он сыграл, и то, как надо нам играть, лучше по-другому. Бесконечные эти разговоры, они ни к чему не приведут, надо уже на чем-то конкретном остановиться, если у тебя есть капитан, просто слушай его, если тебе он не нравится, ты либо с ним работаешь и пытаешься его мнение улучшить, либо ищешь другого капитана, который будет схож с твоим майндсетом. Так, наверное, это должно работать. Лаундры спрашивают, знаменитые. Кто мой любимый ИГЛ и чему я научился у Глейва? На самом деле я стал особенно сильно и глубоко изучать игру, когда позиция капитана у Глейва была эра двухлетняя. Насколько сильно я у него научился, это, ну, как бы не описать словами. Очень много вещей, но это как бы мета-ченджер был тогда нереальный. Мне кажется, все команды в мире учились у Астралис, зная то, как играть против Астралис, какие-то раунды. Ты, если знаешь паттерны в раундах, то ты можешь играть против 60 команд без подготовки. Потому что ты по гранате, которые прилетают, уже понимаешь, что сейчас будет. Ну, потому что все тогда воровали у Астралис. Не скажу, что я много перенял с его стиля, потому что все-таки он рифл, а я АВП. Он по-другому играет, там по-другому система выстроена. Мне более свойственна система Фоллина, соответственно, ну, потому что снайпер-капитан, да, выиграл мейджоры. А мой любимый ИГЛ сейчас, в данный момент, я не могу сказать, какой ИГЛ мой любимый, потому что все они по-разному колят, и все они со своей стилистикой. Мне, очевидно, подходит более такая СНГшная медленная стилистика, там, Na'Vi, Cloud9, Spirit, но по ощущениям эти команды уже нового типа. Тренер и штат-аналитики построения игры как будто имеют большую часть, больше там, большую власть, чем как мы привыкли видеть это, где ИГЛ сам выстраивает игру, а тренер ему помогает в этом, и команда играет так, как хочет капитан, там, Зевс, Керриган, Фоллин, ну, то есть все гранды там капитанов. Поэтому, наверное, я как-то сильно кого-то не выделяю сейчас. Тот, кто выигрывает чемпионаты, наверное, тот и крутой в конкретном данный момент. Как я себя чувствовал, будучи первым победителем на мажоре, ну, ютубером. Хороший ли контент для аудитории? Вообще, я часто рофлил до этого, типа, вот бы выиграть мажор, чтобы потом превьюшки всегда байтовые, всегда заходили сладко в аудиторию. Даже любой контент снимаешь, потом пишешь MVP мейджора, и люди инста, мне кажется, переходят и смотрят, MVP мейджора сыграл против 4 сильверов. Ну, вообще, любого рода контент, мне кажется, людям будет интересно теперь, когда я в этом статусе. Я думал, что это соберет нормально просмотров, поэтому решил выиграть. Последний влог хотел крутой, чтобы был больше просмотров. Потому что если мы проиграли, то как будто бы ничего сенсационного не произошло бы. Все ради аудитории, пацаны, все ради вас, поэтому если хотите, чтобы я стал чемпионом UFC, и это соберет, я готов выступать. У меня есть время, как раз зимний отдых, подготовлюсь. Звездную не поймали ли? Вот знаете, я себя уже ловлю на чувстве того, что это есть. ЧСВ твой возрастает, потому что знаете, как это бывает? Ты чем-то занимаешься, у тебя есть свое мнение, свой взгляд, свое видение, но пока это результатов не приносит, ты как бы не можешь на 100% типа чувствовать себя богом этого нового мира, и тебе приходится там где-то себя там осаживать тем мыслями, типа, ну ты же ничего не добился, смысл тебе выпендриваться и что-то рассказывать. Ну а сейчас тот период, когда о нет, мы выиграли, а может быть я был прав во всем все это время, уже звучит как-то не очень правильно, тем более моя задача сделать, быть крутым парнем, хороший гай, типа, да, пока я играю, без негатива, так сказать, поэтому я от себя эти мысли отталкиваю и стараюсь инста себя ловить на них и законтроливать. Я думаю, уверенность и ЧСВ это такие две штуки, которые параллельно друг другу идут, и хочется, чтобы уверенность прибавилась. Ну а ЧСВ, как бы, типа, оно должно быть, чтобы выиграть чем? Ты его должен себя взрастить, но оно должно быть здраво, и в КС зашел на сервер, ЧСВ должно быть вау, типа, ты лучший в мире. Ну а в реальной жизни, ну кому это интересно? Это же компьютерная игра, типа, ну нажимаешь ты на кнопки, круто, а кто-то круто башмаки делает, очень жесткие, удобные, у тебя мозоля нет. Как бы на самом деле в рамках работы это одинаково, в рамках нашей жизни. Каково так часто менять свое местоположение за последние
месяца, полтора вы уже в Роттердаме, в Рио, в Дубае повали. Не тяжело постоянно в перелетах, спрашивает человек из Телеграма. На самом деле, до последний год мы были, я недавно считал, у нас было 20 поездок. Это очень много, с учетом того, что штук 10 были на 3 недели, месяц. На самом деле мы дома практически не были. Это очень тяжело, эмоционально, морально, но все это делается, чтобы на чемпионаты отбираться, хорошо выступать, готовиться к ним. Что же, ребята, видос подошел к концу, как грустно. С вами был Джейм, не забывайте подписаться на канал, подписаться на Телеграм, там супер инсейн инсайды. Поддержать лайком, потому что только это мотивирует меня, чемпиона-менеджера, делать контент для вас. Всем пока, оставайтесь с нами.